Вот коллега подскажет, сколько Франции у вас помещается на территории? 36 муниципальных районов. Нет, сколько территория, сколько таких государств, как Франция, помещается? Не помнишь? Ну, Индия точно поместится, и 8 Франций, если память не изменяет. Точно. Примерно 8 Франций помещается. Вот он, настоящий восторг. Не лицемерный, не дипломатический, не демонстративный, а искренний. Путин получает удовольствие, когда произносит эти слова. На территории Якутии помещается 8 Франций. Он говорил об этом и раньше, и каждый раз с одинаковым выражением лица. Щенячий восторг, крайнее самоудовлетворение, нескрываемое ощущение какой-то внутренней победы. Это не просто риторика, это симптоматика и, возможно, одна из самых недооцененных. Мы имеем дело не с главой государства, а с человеком, для которого территория – это не объект управления, не пространство развития, не ответственность перед обществом. Территория для него – это фетиш, компенсация, доказательство собственной значимости. Это попытка заменить все, чего он не смог достичь. Уважение, модернизацию, прогресс, человеческое признание. В этой подмене и есть суть позднего путинизма. Приветствую всех! Это канал «Диагноз Путина» и с вами я, Сергей Антонов. Сегодня поговорим о территории, но не с точки зрения географии, а как об одержимости. В сознании Владимира Путина территория – это не пространство для развития, не ресурс для модернизации и даже не объект управления. Это аргумент в споре, когда больше нечего сказать. Это способ самоутверждения и замена всего, чего не удалось добиться. Когда заканчиваются цифры и не срабатывают доводы, в ход идет карта. Мы самая большая страна в мире по территории. В одной только Якутии помещается 8 Франций. Красноярский край – огромная страна, которая по территории больше, чем многие европейские государства вместе взятые. Эти фразы не про экономику и не про политику. Это инструмент самоуспокоения. Иллюзия величия, за которой удобно прятать институциональную несостоятельность, стагнацию и страх перед будущим. Путин говорит о Якутии как о символе величия. В ней помещаются 8 Франций. По его логике, если больше по площади, значит лучше. Достойно гордости. Только вот реальность ломает эту географическую иллюзию. Территория Франции около 550 тысяч квадратных километров. Якутия около 3 миллионов. То есть примерно в 6 раз больше, не в 8. Но все остальное наоборот. Валовый внутренний продукт Франции более 3 триллионов долларов в год. Валовый региональный продукт Якутии около 30 миллиардов долларов. Разница в 100 раз. Население Франции почти 67 миллионов человек. Население Якутии чуть-чуть больше миллиона. Разница в 67 раз. И вот вопрос. Что важнее, площадь на карте или жизнь в этой площади? Во Франции наука, передовые технологии, автопром, электроника, другая промышленность. Известная на весь мир культура, развитая инфраструктура, эффективное здравоохранение и первое место в мире по туристическому потоку. В Якутии вымирающие села, очень низкий уровень жизни, но стабильный вывоз природных ресурсов. Франция – это страна, которую в прошлом году выбрала более 100 миллионов туристов со всего мира, чтобы туда приехать и насладиться ею. Якутия – регион, из которого до трети населения, особенно молодежь, мечтает просто уехать. Так, дети идут в школу. Как можно попасть? Это просто невозможно физически. Вот. Это почта. Крыльцо почты. А вот там перелетают. Видимо, крылышки надо выдавать. Вот сейчас он будет перепрыгивать. Ой, моя хорошая. Вот это ребенок идет в школу. Я не знаю, это считается нормально у нас? Видимо, да.
Вот так и получается. Официально, на словах, на карте величие. В жизни бедность, безысходность и выживание. Регион спивается. Алкогольная зависимость стала массовым явлением, затрагивающим тысячи семей. Среди женщин одна из самых высоких долей потребления в стране. Врачи признают, подавляющее большинство циррозов и хронических гепатитов здесь алкогольного происхождения. Параллельно растет число зависимых от наркотиков. В криминальной статистике огромная доля преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Якутия – один из самых пьющих регионов страны. По статистике, на одного жителя приходится в месяц пол-ящика водки или 2 упаковки пива. Анатолий Майоров убедился, причина массового алкоголизма там не только в морозах. На прошлой неделе она пообещала заново родиться, и в ее тягу к трезвой жизни поверил даже участковый. Впервые за долгие годы Айта нашла себе работу. Но на этом энтузиазм иссяк. Выпили и не пошли на работу. Да. Непрошенные гости сообщают женщине об очередной жертве якутского алкоголизма. От водки умерла ее подруга. А пока Айта находилась в пьяном трансе, знакомые успели похоронить. Здравствуйте! Что вам надо? А этажом выше поминки по соседке уже закончились нокаутом. Лариса. Отвалите. Ну да, я выпила. И что? Дамский алкоголизм в Якутии молод. Если сама проблема пьянства появилась здесь в конце 60-х, то прекрасный пол стал активно злоупотреблять лишь в начале нулевых. До уровня мужчин якутские женщины спились всего за 10 лет. Старая, еще советская инфраструктура разрушается. Многие населенные пункты не имеют круглогодичных дорог. Весной и осенью они становятся просто отрезанными от остального мира. Интернет и мобильная связь в отдаленных районах Якутии ненадежны или отсутствуют вовсе. 3 машины сидят, и все в 2 стороны не проехать, не пройти, бля. Это себе, бля. Доставка продуктов и товаров первой необходимости нерегулярна. Особенно в межсезонье, когда дороги становятся просто непроходимыми. Медицинская помощь очень низкого качества. Врачей не хватает, фельдшерские пункты закрываются, а до ближайшей больницы сотни километров по мерзлоте. Школы тоже в дефиците. Учителей также не хватает. Педагоги едут в село как на вахту, а не на постоянное место жительства. Все это формирует не образ великой территории, а картину катастрофы. Люди не просто жалуются, они хотят уехать. И делают это, как только появляется шанс. И еще очень интересно. Пока Путин так гордится размерами Якутии и сравнивает ее с Францией, его собственные элиты почему-то туда совершенно не стремятся. Главным патриотам страны неинтересны Вилюйск и Мирный. Никто из них не отдыхает в Верхоянске и не мечтает о доме в Ленске. По каким-то никому неведомым причинам, но их мечты не о Якутии, а как раз о Франции. Невероятно, но именно в Париже, Каннах, Ницце они покупают дома и ездят туда отдыхать. Удивительно, но там же во Франции живут их жены, дети, любовницы и их дети от любовниц. А Якутия, она остается только как источник ресурсов, сырья и живого мяса для путинской войны. Вот и получается, элиты живут в Ницце, ресурсы вывозятся в Москву, а Якутия, ей остаются только вымершие села и разрушенная инфраструктура. Но в телевизоре все стабильно, все хорошо. По телевизору карта, а на ней все внушительно. Именно это делает культ территории идеальным инструментом путинской манипуляции. Он не требует успехов. Он абсолютно не зависит от реальной жизни. Его нельзя опровергнуть. Площадь ведь не изменится. Даже если экономика в рецессии, даже если международная изоляция, даже если люди беднеют, а общество деградирует, карта остается. Она лежит на столе и радует глаз престарелого самодержца. Так территория становится для Путина целой системой аргументации, подменяющей собой любую содержательную дискуссию. Когда он говорит об Арктике, он не говорит о научных проектах, о передовых технологиях, об экологии. Он говорит, это наша земля. Когда он говорит о Дальнем Востоке, речь не о развитии, не о демографии, не о школах, не о здравоохранении, а о гектарах, о просторах. И во всех этих рассуждениях исчезает главное – человек.
его мнение, его нужды, его жизнь. Вместо людей Путин видит квадратные километры. Ему так удобнее. Эта же логика выходит далеко за пределы внутренних монологов. Она становится основой внешнеполитического мышления. Путин не просто так говорит про территориальное воссоединение и исторические земли. Он действительно мыслит категориями, которые в остальном мире уже давно выглядят как архаика. В 21 веке, где обсуждают цифровой суверенитет, зеленую экономику, образование, человеческий капитал, он достает карту. И самодовольно, постарчески подмигнув, как будто делает какой-то эффектный ход, говорит: посмотрите, сколько у нас земли. Это не политика, это реконструкция геополитики 19 века. Эпохи, когда империи мерились протяженностью границ и доказывали свое величие не качеством жизни людей, а числом губерний, количеством батальонов и запасом пушечного мяса. Только теперь на глазах у всего мира, в окружении лидеров, говорящих о будущем, Путин продолжает говорить языком прошлого. Но внутри страны эта риторика работает. Особенно в условиях информационной изоляции, идеологического давления и мобилизационного гипноза. В реальности может не быть роста, не быть медицины, не быть перспектив. Но земли, территории, пространства не всегда есть. Они не требуют доказательств, не поддаются сомнению и не зависят от политики. Они не меняются. А значит, в глазах публики придают устойчивость и самому режиму. Так карта становится не способом понять страну, а способом уйти от любых вопросов о ней. От разговоров о бедности, разрухе и технологическом отставании к привычному жесту: посмотрите, сколько у нас земли. История всех империй строилась на одном: чем больше территория, тем больше власти. Ни люди, ни качество их жизни, ни справедливость, а протяженность границ всегда были главным доказательством величия империи. Контур на карте берет на себя функцию идеологии. Его не нужно объяснять, его достаточно показать. Он заменяет все: смысл, результаты, ответственность. И в этом суть путинской географической подмены. Не объяснять происходящее, не отвечать на запросы общества, а просто переключить взгляд. С реальности на рельеф, с жизни на площадь. И для части общества этого по-прежнему достаточно, чтобы почувствовать свое величие. Но для самого Путина территория – это не просто ресурс или политический инструмент. Это еще и часть его психологической конструкции. Он глубоко встроен в эту модель, через свой жизненный опыт, психологические комплексы и травмы. Бедное детство, жизнь в коммуналке, мать-уборщица, замкнутый и строгий отец, отсутствие ласки и внимания в семье. На улице унижение, насилие, низкий статус в компании сверстников, плюс маленький рост и тщедушность, как отдельная травма, как психологический комплекс, преследующий его всю жизнь. Путин вырос с сознанием своей физической уязвимости, что спровоцировало включение механизма нарциссической компенсации. Чувство физической и социальной неполноценности сформировало у него базовую установку: меня не могут уважать, значит, я должен подавлять и доминировать. Меня не замечают, значит, я должен постоянно демонстрировать свою значимость, создавать впечатление масштабности. Меня не могут любить, значит, я должен сделать так, чтобы боялись. Именно из этого рождается географическая компенсация. Если ты не чувствуешь внутренней опоры, ты ищешь внешнюю. Если ты не можешь быть большим человеком, ты стремишься владеть большой страной. Путин не мыслит в категориях общества, граждан, будущего. Он мыслит в категории квадратных километров, гектаров, площади. Это безопаснее. Территория не предаст, не упрекнет, не задаст вопросов. Она просто лежит на карте и молчит. Поэтому он цепляется за нее. Потому что в ней все, чего у него не было в детстве. А без нее он снова тот мальчик из коммуналки. Маленький, забитый, обиженный, никому не нужный, ничтожный. И поэтому он так вцепился в карту, как в источник чувства собственной значимости. Интересный момент. В 2025 году на Петербургском экономическом форуме, вот совсем недавно, Путин произносит фразу, которая подводит черту под всей его географической манией. Там, где ступает нога русского солдата, то наше. Ну, знаете, у нас есть такая старинная, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то наше.
Но главное не слова, а выражение лица. Он говорит это с особым наслаждением. Не как стратег или политик, а как человек, который в этот момент чувствует себя очень крутым и всемогущим, очень гордым собой, абсолютным хозяином положения. Губы растягиваются в самодовольной полуулыбке, глаза блестят. Это не государственное заявление, это интимное торжество. Он наслаждается не мыслью, а властью и чувством собственного величия, которое эта мысль ему дает. Как ребенок, который врезал железным прутом по стеклу и разбил его, и теперь смотрит с гордостью на осколки. Эта фраза – это акт прилюдного обнажения. В ней мы видим настоящего Путина. Маленького человека, который упивается властью и могуществом. Он уже не притворяется. Он уже не скрывается за идеологией, патриотизмом и красивыми словами. Он показывает скрытые механизмы, которые движут им. Глядя на него в этот момент, мы видим всю суть путинского нарциссизма. В нарциссической конструкции Путина территория – это не абстрактное пространство, не ресурс, не общественное благо. Это проекция его собственного тела. Он ею гордится, как своим телом. Он ее оберегает, как границу своей психической целостности. Он ее не отдает. Не потому, что она нужна, а потому, что она замещает то, чего у него нет – устойчивого «я». В этом суть нарциссической фиксации. Неспособность выстраивать идентичность через отношения, признание, диалог. Он не воспринимает территорию как пространство для других. Он не видит в ней страну, не видит людей, не видит сотни тысяч жертв, которые погибают в его войне за территорию. Он видит себя, как зеркало, как оболочку, как нарисованную форму своего присутствия. И именно поэтому так болезненно реагирует на идею потери уступок границ. Потеря территории в его картине мира – это не внешнеполитическое событие, это ампутация. Нечто, что затрагивает уже не Россию, а его самого. Но главное, он не может быть собой. Не может позволить себе идентичность, в которой есть слабость, сомнение, ранимость. С юности он живет в постоянном усилии быть кем-то другим. Скрывает свою ориентацию, свою идентичность. И это не выбор, это вынужденная защита. Психоаналитик Отто Фенихель называл это ложным «я». Теодор Рейк – навязанной маской. А Эдмунд Берглер, говоря о феномене гея в отрицании, объяснял: вытеснение идентичности создает постоянную фрустрацию и злость, которая ищет выход. Фреда Ариас Кинг в своей работе по психоанализу Путина в развитии теории Берглера пишет: не в силах принять свою подлинную идентичность, он выстраивает личность не для того, чтобы его любили или уважали, а чтобы его боялись и ему подчинялись. Территория в этом смысле не карта. Это идентичность, нарисованная вместо той, которую он все еще не может признать. Отсюда у Путина навязчивый страх утратить контроль над захваченными территориями. Это не из-за угрозы государству, это не из-за безопасности. Это из-за угрозы личностной целостности. Крым и Донбасс не просто земли, это символы. Их удержание подтверждает масштаб его власти. Их возможная утрата воспринимается как утрата себя. Для нарцисса внешние атрибуты власти не декорации, а основы внутреннего равновесия. Он буквально существует через карту, через линию фронта, через расширение границ. Каждый новый регион на карте России – это не стратегическое приобретение, это фиксация собственной значимости. Любое сокращение – как сжатие его образа, как психологическое исчезновение. Именно поэтому войны становятся непрерывными. Он не может остановиться, потому что остановка – это не пауза, а падение. Территория превращается в опору его нарциссической конструкции. И пока она расширяется, он чувствует себя устойчиво. Стоит ей сократиться, начинает рушиться он сам. Но нарциссическая фиксация Путина, его территориальный фетиш в масштабах страны заражает не только его самого. Все это становится коллективной иллюзией. Внутри страны культ территории работает как заменитель всего остального. Когда нет роста, нет экономики, нет модернизации, остается только пространство. Да, тяжело, да, безнадежно, но зато посмотрите, какая у нас страна. Люди нищенствуют, болеют, спиваются, жалуются, но им снова и снова показывают карту и говорят: посмотрите. Не как план развития, а как икону, которая не требует результатов, не зависит от реальности и не поддается сомнению. Контур территории становится главным аргументом власти, потому что другого нет. Но именно в этом фундаментальное заблуждение. Чем больше территория, тем больше ответственность.
Она требует ресурсов, которых все меньше. И чем хуже становится внутри, тем яростнее идет борьба за сохранение внешнего контура. Потому что сокращение карты – это признание провала. А удержание ее целостности – это последнее, что еще позволяет режиму имитировать благополучие. Это очень похоже на синдром позднего СССР. Та же вера в незыблемость границ. Та же подмена содержания формой. В 80-е Союз еще рисовал себя великой державой, но только на карте. Внутри все рушилось. Экономика, инфраструктура, доверие, идея. Площадь еще была, но смысла уже не было. И никакая протяженность не спасла империю от распада. Путин повторяет тот же маршрут, только с еще большей скоростью. Он держится за контур, как за доказательство величия. Но чем громче он говорит о территории, тем меньше в стране остается пространства для жизни. Сокращается свобода, исчезают институты, блокируется развитие. И вот здесь главный парадокс путинизма. Он хвастается размерами. Но именно эта одержимость делает страну слабее. Он показывает карту, и на ней якобы все в порядке. Но на этой карте все меньше граждан, все меньше прав, все меньше перспектив. В итоге от государства остается только форма. Объем без содержания. Не территория ради людей, а люди ради удержания территории. И это не путь к величию, это путь к пустоте. Но самое тревожное в другом. Фетиш территории – это уже не только патология Путина. Это стало массовой одержимостью, глубоко встроенной в политическое бессознательное значительной части общества. Причем не только провластного, но и части оппозиционного. Сегодня карту, территорию, как символ и ценность носят в себе и те, кто открыто поддерживает войну, и те, кто выступает против режима. Среди одних откровенные путинисты и Z-патриоты. Это война, в которой цель абсолютно ясно поставлена, и Вашингтон ее не скрывает. Это смена власти в России и расчленение России. Среди других москвоцентричная оппозиция, которая говорит о прекрасной России будущего и мечтает просто заменить собой путинскую элиту, чтобы продолжать получать колониальную ренту с регионов России. Не сторонник распада России. Я не считаю, что это вообще правильная позиция. Я не считаю, что это будет благом для мира. Мне кажется, если Россия распадется на несколько государств мелких, если расползется ядерное оружие, если возникнет конфронтация между этими несколькими осколками, это будет большая угроза для всей системы международной безопасности. Но и те, и другие отказываются признать. Сама имперская карта и есть причина постоянного краха. Не гарантия будущего, а его блокировка. И после февраля 2022 года этот проект обречен. Империя в ее прежнем виде не продолжит своего существования. Это должен понять и провластный электорат, и оппозиция, выступающая против путинского режима. Ресурс империи исчерпан. Структура не подлежит реставрации. А потому сохранить карту, сохранив при этом стабильность развития и страну, уже невозможно. Империя просто исчерпала себя. Территориальный миф обрушился. И чем раньше это будет признано, тем меньше крови, разрушений и бессмысленных жертв будет в будущем. Россия никогда не станет свободной, пока ее фундаментом остается страх. Страх утратить контроль над пространством, потерять внешнюю оболочку, лишиться привычного образа страны, занимающей 1/6 часть суши Земли. В этой логике границы важнее судеб. Земля важнее жизни, сохранение территории важнее свободы. Пока государственное мышление остается географическим и не становится гуманистическим, любые перемены окажутся лишь косметическими. Можно сменить правителей, флаги, гимны, но суть остается прежней. Контроль вместо развития, удержание вместо выбора. Путь к новой стране должен начинаться с другого. С признания того, что главной ценностью является не территория, а человек. Именно с этого понимания может начаться подлинное переосмысление. Россия перестает быть тюрьмой народов не тогда, когда исчезает диктатор, а тогда, когда исчезает империя. И наше будущее не в сохранении империи, а в построении новых стран, в которых бы могли жить свободные и равные граждане, где главным было бы не государство, а человек, его права и свободы. В империи такое невозможно в принципе. Поэтому все, что мы сегодня говорим о Путине, о культе территории,
выходит далеко за рамки одной фигуры. Речь не о нем, речь о нас. О нашей способности вырваться из гипноза карты, из ложных представлений о величии, из культурной и политической архаики, которую слишком долго выдавали за судьбу. Пока мы верим, что сила в территории, мы обречены снова и снова платить за это жизнями. Эта карта уже поглотила миллионы. И будет поглощать снова до тех пор, пока пространство остается выше человека. Величие государства измеряется не протяженностью границ. Оно начинается с достоинства, с признания свободы, с ценности жизни. И до тех пор, пока в России не произойдет этот внутренний переворот, пока человек не станет важнее земли, страна будет большой, но никогда не будет свободной. С вами был я, Сергей Антонов. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Также напоминаю, что если у вас есть желание и возможность поддержать наш проект финансово, в описании вы найдете ссылку на нашу страницу на Патреоне. Спасибо, что смотрите «Диагноз Путина». Не забудьте подписаться, если еще не сделали этого. И увидимся через неделю.